Ну что ж, друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 16 января. Видосы на нашем канале не выходили почти 1,5 года или около того. Поэтому я скажу парочку вступительных и пояснительных слов. Если вам не интересно или вы не хотите это слушать, то мотайте вот на этот тайм-код. Итак, мы переместились на балкон, потому что там слишком сильный ветер, и меня сдуло штатив с камерой. Итак, возвращаемся к нашему видео. Так вот, мы не публиковали видосы в районе 1,5 лет. Блин, до хрена времени прошло. Этому есть несколько причин. Одна из них – это время, которого вечно не хватает. За это время мы много переезжали, меняли страны, локации, на какое-то время возвращались в Россию, потом снова уехали оттуда. Но давайте обо всем по порядку. Год назад, когда я монтировал это видео, а оно по хронологии шло за предыдущим, я, честно сказать, испытывал небольшое отторжение. Контент получался каким-то скучноватым, как будто бы высосанным из пальца. А впереди ждало очень много нового материала, который, с моей точки зрения, был намного интереснее, чем эта поездка в Суджоу. В итоге я возвращался к монтажу через силу, дай бог, 1-2 раза в неделю. Шло время, шли месяцы, выпуски не выкладывались, и азарт что-либо публиковать вообще угасал. Осенью 23 года мы вернулись в Россию с изначальной целью сделать Шенген. Прожили там полгода и в итоге вообще ничего не сделали. Но оставаться не хотелось, и поэтому мы поехали дальше. И вот сейчас январь 25 года, мы уже год живем в Грузии, прекрасной стране, про которую, я надеюсь, мы тоже когда-нибудь смонтируем и выпустим ролик. И вот иногда я пересматриваю наши старые видео и ловлю себя на мысли, что, может быть, это не самый лучший с точки зрения монтажа и подачи контент на ютубе про путешествия, но для меня самого это очень классный способ зафиксировать свои воспоминания о странах, в которых мы побывали, о пережитых приключениях в этих странах, и поэтому я решил демонтировать этот ненавистный мне ролик про поездку в Суджоу и продолжить дальше выпускать видосы, которые мы уже отсняли, для того, чтобы потом иметь возможность вернуться к этим воспоминаниям, как-то отсмотреть их подробно, детально и отрефлексировать, может быть. В процессе поиска и восстановления исходников оказалось, что файл монтажной программы, в которой был уже почти готовый собранный ролик, безуспешно канул в лету с моим предыдущим ноутбуком. Я немного погрустил и начал все заново, надеюсь, что получилось лучше, чем было в первоначальной версии. И, кстати, в этом ролике мы до сих пор не дождались Таобао петличных микрофонов, вроде того, на который я сейчас записываю, поэтому звук ролика будет не очень такой. Из-за этого мы сделали полные субтитры, русскую и английскую дорожку, которые можно включить, нажав на вот эту вот кнопку. Надеюсь, что вы в итоге поддержите нас лайками, ну а все, что вы думаете по поводу самого видео, можете писать в комментариях, мы будем рады любой вашей активности и очень благодарны. Ну и напоследок еще пару слов. Я думаю, что все в курсе, что сейчас происходит с Ютубом в России. Хотел бы сказать, что конкретно наши видео не будут публиковаться ни на каких альтернативных площадках, вроде ВКонтакте или, прости господи, Рутюба. Я думаю, что все, кто хочет посмотреть этот ролик, найдут способ это сделать, благо сейчас этих способов довольно-таки много. Единственное, что ради эксперимента, думаю, что мы разместим этот ролик также в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании под роликом. Может быть, кому-то будет удобнее смотреть именно там. В общем, друзья, всех обнимаю, кто этого хочет, конечно, и желаю вам приятного просмотра. Поехали! Здорово. Лиль, куда идем? Зачем ты снимаешь? Пешком? Да. Что надо вообще всего штуки вставлять? А ты чего позитивный? Да. Снимаешь Да лист, нет, там просто такое. это потом все очень видно, что он Здорово. вот так вот снимает и мне бошку обрезает, например. Так, Лиль не хочет разговаривать, поэтому запишу нормально. Куда мы едем? О, в Суджоу, спасибо, что спросил. Пожалуйста. А что мы там собираемся посмотреть? Ну так, местные достопримечательности.
Все-таки 7-й по размеру город в Китае. А сколько там населения, не подскажешь? По Яндексу 13. А по другим источникам? По поисковой системе Байду 19 миллионов. Какой классный город. Смотрите, какая очередина. А мы сейчас без очереди пойдем. Вот у нас отдельная очередь для иностранцев и VIP. Как это Тимур говорит? Говорят, типа для VIP каких-то людей, да, и иностранцев. Русский говорит. В общем, для иностранцев и у тех, у кого первый класс. Так, поезд стоит ровно 1 минуту, как фильмы «Быстрее пули». Потому что нам надо сейчас успеть запрыгнуть. Так. Залетаем. Трогаемся ровно в 10:02. Next stop is Suzhou Station. В общем, 15 минут, и мы проехали, по-моему, 50 километров. Ну, или 40, около того. Суджоука. В городе Суджоу проживает 19 миллионов человек. 19. Смотрите, когда поезд уезжает, вот эти вот ставни закрываются, как ролеты. Сейчас, может, даже это увидим, я не знаю. В общем, на метро в городе, где мы живем, до центрального вокзала ехать 45 минут. 7-8 станций примерно. А здесь мы проехали между городами за 15. Суджоу. Непонятно, что это будет интересно вообще. О, японский садик. Ну, он получается китайский, но как будто бы японский. Ну, вы поняли. Китайско-японский. Китайцам не нравится, когда им говорят, что они похожи на японцев, и как-то с ними связано. У них контракт. Музей оказался закрыт. Что мы идем искать магазин, где тормознемся, охладиться и попить что-нибудь холодненького. В общем, древний город, мы тут узнали, что он 500 какого-то года до нашей эры. Ну, по крайней мере, там, здесь уже поселения в это время были. Потом там захватывали, перезахватывали, там, первый Си, второй Си, там, третий Си, друг друга, месиловка, короче, пошла. Вот. И в конце концов получилось то, что получилось. И такая вот улочка с соснами. Кстати, живешь тогда, у тебя балкончик какой-нибудь, вон даже у некоторых людей лесенки есть. Спускаешься, чилишь у воды. Там, наверное, пахнет немножко, но вот здесь не пахнет. Когда по Джакарте, например, гуляешь, просто стоит такой смрад, что вообще. Шли в банк. Здесь можно закрыться на щеколду, можно закрыться вот на такое. А когда человек заходит в туалет карточку, она открывается автоматически. Короче, в банке джентльменский набор просто. Рис, полотенце. Нас прогнали, сказали, что рис — это государственная тайна Китая. То, что сколько стоит рис в банке и как он там, ICBC. Вот так вот, Лень. Нельзя рис снимать в банке Китая. А тут пещеры. Такие. Что за пещера? Ну да, реально такие. В принципе, тут весьма симпатично. С кем, со мной или? А, с Игорем?
Птички, птички. Садик, садик, садик. И миллионы людей. Короче, дебаркадер. Леля, дебаркадер. Все, мы все обгуляли, обснимали. Я попрыгала, полазала. Леля попрыгала, полазала, сделала все свои дела. План на сегодня. Попрыгать, полазать, Попрыгать, полазать, пойти домой. попедразним с китайцев. Здесь мы были. Нет? Я, по-моему, не 100 грамм берет. Да не, 500 грамм. Да? Похоже. Ся-ся. Окей. С Лилей попросили сфоткаться. Иностранка. Купили у бабули за 25 юаней 500 грамм черешни, как мы думали. Потом попробовали, на вкус это как слива, а оказалось виноград. Мне нравится, что они даже слово фото не говорят. Да, Они они просто очень не говорят. тыкают. И ты такой, типа, думаешь, так, интересно, она хочет, чтобы я их сфоткала? Или со мной сфоткаться? Вот, и ты такой, как дурак тоже стоишь, потому что ты понимаешь, что говорить нет ничего смысла. Не, в Индонезии переводили. Там постоянно, когда подходили, они с переводчиком постоянно take a picture with you. Это я еще нормально перевел. Там иногда такие были picture you. И ты должен понять, что они хотят от тебя. Сейчас узнаем, сколько на лодочке стоит покататься. Если это вменяемый денег. Смотрите, какая вода прозрачная. Ты такой давно видела вообще? Если вменяемых денег стоит, сейчас на лодочке покатаемся. Решили покататься на каяке. Стоимость 40 юаней. Красота. Так, в общем, 40 юаней мы вбили. На 40 юаней, сейчас еще за 5, возможно, можно будет свою музыку навалить. Мы думаем, что за трек поставить. Лиль, ты какой трек хочешь? Would you like to... Что? Would you like to... За 10 предложил? Нет, я и говорю, здесь нет. За 10 юаней отказались петь. Короче, нам предложили за 15 юаней петь, но мы сказали, что 15 юаней это слишком дорого. Потому что посмотреть, как она поет. Такое себе. Всем здрасте. Я забираю этот канал себе. Все? Все, мы прокатились за 40 юаней. Все. Бай-бай. В прошлый раз гуляли по Шанхаю, и был дождик. И мы такие, вот какая погода дурацкая. Зато сейчас 42, и вообще топ. Идешь, потом обливаешься. Мы прячемся в метро. Когда в Суджоу заходишь в метро, просматривают вещи, как везде, и заставляют из каждой бутылочки попить. Что ты типа какие-то яды не проносишь или взрывоопасные смеси. Короче, только что смотрели историю, которую выложили. Лиля написала: стоимость покататься на теплоходе. Вы видели этот теплоход? Теплоход. В общем, по аналогии, стоимость поездки на Феррари. 3 юаня. Так, мы под огромной аркой. Сколько тут этажей? Я не знаю. Наверное, 80 типа того. Здание — визитная карточка города Суджоу. Идем кушать. Вот это тусняка. Тусовочка.
Далиль потерялся. Попадаем с вами в мир мягких игрушек. Можно найти просто любые игрушки, какие вы хотите. Всякие прикольные. Выглядит, короче, как мир игроманов. Те, кто любит такие автоматы. Смотрите, милый. Привет. 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 Не хочет с нами здороваться. Очень кружечный. Ты как, брат? Ты как? Устал? Покемошка. Как вы думаете, кто-нибудь из них со мной будет общаться? Может быть, ты? Или ты? Или ты? Выглядит круто. Вот так выглядит бэкстейдж со съемок. Отошли посмотреть от этого небоскребища. Вот так он выглядит со стороны, такая арка. Там наверху что-то строят. Огромная. Это не строят, это эти стоят краны. В случае чего, типа в случае ремонта их оставляют. Так, мы покидаем Суджоу. Потому что Лиле опять нужно на репетиторство. Вроде все посмотрели, что хотели и что не хотели. Опять у нас эксклюзивный проход, потому что мы иностранцы. Потому что наши паспорта не сканируют, их сканер. Прикольный факт, можно курить на перронах. Сверх меры безопасности, но при этом все курят прямо на перронах, как в эскалаторах, типа. Даже внутри вокзала кто-то там сразу после эскалатора сразу же курит. Удивительно. Вот эти остроконечные поезда очень красивые. Очень красиво приезжают, и ты так смотришь на них, думаешь, нифига себе, технологии, будущее. Идем искать свой вагон. У нас второй. Еще один поезд. Вот второй вагон. Раз хотела заснять, что здесь есть кулер с водой со стаканчиками. Вот снимаю я, здесь есть кулер с водой со стаканчиками, с горячей и холодной водичкой. В этот раз нам достался целый ряд, чтобы сидеть втроем с рядышком. А обычно выбор мест платный, стоит 3 евро. Пришли в супную, хватаешь себе миску и эти щипцы. И выбираешь между миллиона того, что ты хочешь взять, а в конце тебе все это бульоном заливают. Это что, яйца? Это яйца, Тимур? Да. Что здесь вкусное? Грибы точно вкусные. Давай грибы набираем. Нормально. Ну, шпочка, я просто грибы не особо люблю, я так туда. Не знаю, выглядит, какие-то вещи выглядят как конфетки. Ну, можно салаты. Вот это может? Ну, давай петрушки. Возможно, киза, кстати. Это нет. Непонятно, что это. Ну, давай. Может, кукурузину швырнем? Какие грибочки взять? Давай один другой, но я ее не буду. А брокколи будешь? Нет, тоже Стой, не папа. О, где картошка? О, картошка, давай картошечки кинем. А она сырая, что ли? Тебе сейчас ты отдашь, и через 5 минут отдадут блюдо. Здесь такие ложечки, тарелочки для того, чтобы приготовить соус. И сам себе готовишь соус. А еще что-нибудь делаешь? Я добавляю вот этой штуки, она чуть острая. Так, добавили. Я добавляю чеснок, Я он насыпал тоже чеснок. начинает чуть острый. И вот это. Все. Типа, чеснок, да? вот это, вот А вот да, это чеснок. острое? Это чеснок. Это я не знаю, что это. Прикольно. Чеснок крутого будет.
Так, Поменьше шничка мы. чеснока, поменьше. Ну что, он острый? Да. Ну, блин, я вообще его ложку не буду. А это ореховая паста, это как? Да. Блин, выглядит круто. Вообще, слушай, как идея, ну, в смысле, для бизнеса, прям прикольно. Ну что, типа, здесь настолько все самостоятельно. Можно еще парочку вот этих биг? Можно. Давайте себе их Ну ладно. в отдельную ложку. Эти биги. Пить эти биги, парочку. Просто чуть-чуть не положу. Свои биги готовы. А вот там варят суп. Вообще, это очень круто. Получается, ты сам насобирал овощи, мясо, лапшу, какую ты хочешь, потом ты отдаешь, выбираешь бульон, есть два вида, есть грибной и мясной. Мясной немножко острый, и по весу, исходя из веса, у тебя разная стоимость. Потом ты, собственно, делаешь сам себе соус, и вот тебе готовый суп. Круто. Такой вот супчик нам принесли. Это наши готовые соусы. Выглядит и пахнет вообще очень-очень вкусно. Ну, короче, пробуй. Сейчас я перемешаю. Лучше бульон попробуйте. Блин, аккуратнее. Острый у меня будет, да? Как тебе супчик, Лень? Я бы сказал, что это тазик супа, а не супчик. Единственное, остро у меня. Бульончик Ну, то есть острый. это не так, чтобы ты такой, да, сейчас я поем. То есть это вот любители в Азии остренького поесть, для них вообще нормально. Ну, очень горячо, я уже обжегся. Ну что, надеюсь, вам понравился наш ролик. Буду благодарен любой вашей активности в комментариях, лайкам, дизлайкам, любой критике. Пишите, что бы вы хотели увидеть еще в наших видосах или наоборот, чего бы вам не хотелось тут видеть. Ну и напоследок предлагаю вам увидеть кусочек из следующего ролика, который я тоже уже начал монтировать. В этом ролике мы неожиданно сорвались и решили поехать в город Нанкин, бывшую столицу Китая, переночевать в бане и, собственно, исследовать сам город. Ну и напоследок хотел бы сказать большое спасибо всем нашим, так сказать, преданным подписчикам, кто на этом канале уже давно и с нетерпением ждал новых выпусков. Мы вернулись. Ну а для новых подписчиков нашего канала, you are welcome, мы вам очень рады. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Будьте активными, что ли. В общем, как говорится, не переключайтесь. Впереди еще много всего нового и интересного. А вам спасибо за просмотр и пока-пока. Нашли место, куда большинство китайцев не доходит. А почему? А потому что им лень подняться по лестнице. Давай, активный блок. По лестнице. А мы поднялись по лестнице, потому что мы активные. Мы можем подняться по лестнице. Сейчас мы здесь будем кушать дошира. Ничего себе, она дверь. Холодильник дома так закрывай. За сколько бы Тимур жил с бомжами месяц под мостом?